Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Либо Toys. Меня зовут Любовь. Я к вам с порцией поняшек-очаровашек. Вот таких вот маленьких лошаденок, лошадок мы сегодня будем с вами вязать. Покажу вам 3 варианта гривы. Можете использовать любой, какой вам больше нравится. Вот, это такая вот понечка-единорожка. Если хотите, можно добавить рог. И получится единорожка. Так это все выглядит сзади. Красоточки. Вот. Присоединяйтесь, будем вязать вместе. Лошадки полностью цельновязанные, но только ушки пришиваются. Все, больше ничего. Ну, здесь еще грива пришивается в этом варианте. Вот. Связала я их из обычной плюшевой пряжи, то есть можете вязать из любой, какой хотите. Крючок использовала 4 миллиметра, и рост у них получился около 15 сантиметров. 15-17, тут от вашей плотности вязания зависит, да, и от пряжи. Вот. Ссылки на пряжу, которую я использую, я оставлю в описании. Вы найдете в моем магазине, кому интересно. Все, что используется в видео, все можно там найти. И глазки я использовала 12 миллиметров в этих лошадках на безопасном креплении с блеском. Все, холофайбер, больше ничего не понадобится. Не будем много разговаривать. Можно уже приступать к вязанию. Да, кстати, если у вас какие-то вопросы остаются по моим бесплатным мастер-классам, я не отвечаю на такие вопросы в личных сообщениях. Ну, представляете, сколько человек мне может писать, да, у меня просто нет физически на это времени. Поэтому, если какие-то вопросы у вас остаются, задавайте их в комментариях. В комментариях я могу ответить. Ну и, соответственно, нормально задавайте вопросы, а не так, что... В общем, вы поняли. Все мы люди, умеем здороваться, умеем нормально спрашивать. Приступаем. Сначала свяжем все мелкие детали и начинаем с ушек. Оставьте небольшой кончик, чтобы потом его заправить вовнутрь. Вяжем 2 воздушные петли. Один, 2. И провязываем 6 столбиков без накида во вторую петельку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ниточка остается у нас здесь. Дальше мы ее прокладываем. В следующий ряд вяжем 6 прибавок. По 2 столбика в каждую петельку. Здесь нитку прокладываем. 1 и 2. И теперь ее убираем назад. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Теперь складываем вовнутрь лицевой стороной таким образом и связываем, соединяем половинки. Вот сюда вводим крючок в самую первую петельку и здесь на этой стороне в свободную петельку. Провязываем столбик без накида и в следующие 2 свободные петельки еще один столбик без накида. Обрезаем ниточку, оставляем кончик подлиннее
Если будете пришивать этой ниткой, закрепляемся. Вот так у нас сложилось ушко. Вот эту ниточку сзади мы протягиваем вниз. Вот сюда к нашему шву. И спрячем эту нитку в голове, внутри головы. Так выглядит ушко. Второе ушко вяжите самостоятельно, точно так же. Теперь свяжем верхние ножки, берем цвет копытца и начинаем с кольца амигуруми. Или также, как ушки начинали, можете с 2 воздушных петель. Набираем 7 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Затягиваем его. Дальше следующий ряд мы вяжем за задние полупетли. Провязываем 7 столбиков без накида. Захватываем только задние полупетельки. 3, 4, 5, 6 и 7. Седьмой не заканчиваем, меняем ниточку. Кому сложно, кому непонятно, посмотрите видео на моем канале обучающие. Будете иметь представление о том, как вязать игрушки, о том, как в принципе вязать. Да, есть там уроки тоже. И потом сможете уже связать эту игрушку. Обрезаем ниточку дополнительного цвета. И дальше провязываем следующий ряд. У нас идет 7 соединительных столбиков или полустолбиков. Мы провязываем также за задние полупетельки. Провязываем 7 соединительных столбиков. 1. Здесь внимательно, здесь вот сложно найти нужную петельку. 2. Не затягивайте этот ряд. 3, 4, 5, 6. Вот эту петельку не затягивайте. И последнюю, седьмую, провязываем за обе полупетельки. Закончили. Следующий ряд у нас идет 2 столбика, 1 убавка, 3 столбика, но его мы провязываем также за задние полупетли. Провязываем 1, 2 столбика. Убавку делаем обычную, потому что за задние полупетельки невидимая не получится. Захватываем ниточку, вторую, и провязываем. Убавка. И еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот эти ниточки прячем внутри. Прям заполняете полностью копытца ниточками. Можно немножко вот так плоские сделать их. Не прям вот так вот набивать длинные, а чуть-чуть вот по нашей подошве выровнять. Следующий ряд 6 столбиков
без накида. Уже вяжем, как обычно, за обе петельки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Чуть-чуть, прям самую малость, буквально вот 2-3 шарика набиваем ножку. Совсем чуть-чуть, буквально вот нижнюю часть. И вяжем дальше. 2 столбика, 1 убавка, 1, 2 столбика, убавка и 2 столбика до конца ряда. Теперь у нас остается 5 петелек. Мы провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. И нам вот нужно дойти до нашего перехода. Делаем 1 петельку смещения, чтобы закрыть ножку ровно, чтобы убавочки наши шли по передней части ножки. Складываем пополам и закрываем 2 столбиками без накида. 1 и 2. Обрезаем ниточку, потом будем ввязывать. Готово. Вторую провязываете самостоятельно точно так же. Абсолютно одинаковые ножки. Теперь вяжем нижние ножки. Также начинаем с кольца амигуруми или с 2 воздушных петель, но провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Как делать кольцо амигуруми я показывала вот в этом видео с зайкой. Можете посмотреть, если хотите. Провязали 9 столбиков без накида. И следующий ряд мы вяжем за задние полупетли. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 не заканчиваем, меняем нитку. Дальше следующий ряд, так же как и в верхних ножках, вяжем соединительными столбиками за задние полупетли. Провязываем 9 соединительных столбиков. 1. Опять же провязывайте внимательно, именно в пустые петельки. 3, 4 и не затягивайте. 5, 6, 7, 8. Последнюю за обе петельки. 9.
Провязали. И следующий ряд снова 9, но столбиков без накида. И также за задние полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Опять же, прячем все кончики в ножки, формируем копытца. Следующий ряд провязываем 3 столбика, 1 убавка и 4 столбика. 1, 2, 3 столбика, 1 убавка и еще 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Следующий ряд 3 столбика, 1 убавка, 3 столбика, 2, 3, 1 убавка, 1, 2 и 3. Набиваем нижнюю ножку, набиваем чуть-чуть больше, чем верхнюю, но тоже не сильно. То есть где-то на половинку мы ее набиваем. Дальше следующий ряд провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова делаем одну петельку смещения, чтобы ножка ровно закрылась, чтобы вот эти убавки находились в передней части. И закрываем 3 столбиками без накида. 1, 2 и 3. Ниточку обрезаем. Готово. И вторую ножку тоже вяжите самостоятельно. Точно так же. Они одинаковые. Где тут начало? Вот. Вот таким образом провязывается. И теперь уже вяжем тело. Тело и голова у нас вяжутся одной деталью. Начинаем с кольца амигуруми. Провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Затягиваем. Следующий ряд 8 прибавок. 1,
1 прибавка и 8. Закончили. У нас 16 петель в ряду. Следующий ряд вяжем 1 столбик, 1 прибавка 8 раз. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вяжете ли вы уже лошадок и какой размер лошадки для вас оптимальный. И вообще на 4 ножках или лучше на 2 ножках, как игрушка. Вот. Я почитаю. 4, прибавка 5, 6, 7 и 8. Просто какие размеры у вас больше пользуются спросом, какой бы вы связали, какого размера, сколько сантиметров ростом и какой формы, на 4 ножках или на 2 ножках. Ну, ножки, ручки, да? Такого плана, как мы сейчас вяжем. 24 петельки у нас в ряду. И мы теперь будем вязывать ножки в этом ряду. Я поставлю маркер, а то я совсем про него забываю. Если вы пользуетесь маркером, не забывайте его ставить. Провязываем 4 столбика без накида. То есть маркер у нас проходит будет сзади, посередине спинки идти. 4 столбика. Берем ножку, любую, они одинаковые. Мы закрывали за 3 петельки, но ввязывать будем за 4. Почему? Вот эту вот крайнюю, вот она идет. За нее тоже будем ввязывать. Захватываем петельку, провязываем 1 столбик и дальше по ножке 2, 3 и 4. Завязываем узелок. Я сначала завязываю узел, хорошо подтягиваю вот эту вот нитку от ножки и потом уже заканчиваю. Далее по телу провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если вы обратили внимание, как я вязывала, да, ниточка вот здесь у меня с левой стороны. Теперь вторую ножку вязываем наоборот. Сначала с ниточки начинаем. Сразу завязываем узелок. Один. Два. 3 и 4, вот опять же крайнюю петельку. 4. И заканчиваем еще 4 петли до конца ряда. 3 и 4. Провязали. У нас все еще 24 столбика без накида, и следующие 2 ряда, 5 и 6, мы провязываем без изменения, просто по 24 столбика без накида самостоятельно. Провязала. Следующий ряд мы вяжем 2 столбика, 1 убавка, повторяем 6 раз. 1, 2 столбика и 1 убавка. 1, 2 убавка.
Для кого я вяжу быстро, вы можете замедлить видео. Для кого я вяжу медленно, вы можете ускорить видео. Вот. Я стараюсь вязать в обычном темпе, в среднем. 2 столбика, убавка 5 и 2 столбика, убавка 6. Теперь у нас 18 столбиков в ряду. И следующий ряд мы провязываем просто 18 столбиков без накида, без изменений. Закончили. Дальше следующий ряд идет 4 столбика, 1 убавка, повторяем 3 раза. 2, 3, 4 и убавка. Я в основном вяжу невидимые убавочки. 1, 2, 3, 4. Захватываете одну петельку, следом сразу вторую, потом провязываете столбик без накида. И еще раз. 2, 3, 4 и убавка. 15 петель получилось в ряду. И следующий ряд идет 3 столбика, 1 убавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 3 столбика, 1 убавка, 1, 2, 3 столбика, убавка, 1, 2, 3 столбика, убавка. Теперь в следующем ряду мы будем вязывать ручки. Ручки должны быть по бокам. Мы будем вязывать за 3 столбика без накида. То есть считайте, сколько вам не хватает до начала ручки. У меня не хватает 3 столбика. Дальше я буду вязывать. У вас это может быть 4 или 2. Смотрите по своей игрушке. Можно набить ее. Тогда будет еще виднее. То есть набиваем тело и уже примерно смотрим. Так, немножко набили, и уже виднее здесь идет. Так. Я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Беру ручку, также хвостиком влево, и также захватываем здесь петельку третью, так как ручки закрывали за 2 петельки. Провязываем 1, дальше 2 и дальше 3. Завязываем узелок. И заканчиваем. Теперь 3 столбика без накида по телу. 1, 2, 3. Берем вторую ручку. Здесь уже хвостиком к себе. Завязываем. Дальше 2,
и третий за последнюю петельку. 3. Закончили ряд. И следующий ряд идет без изменения 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь смотрите внимательно. Дальше будем вязать голову, но до этого нам нужно дойти до середины тела, потому что там дальше прибавки будут равномерно идти в голове. Я провязываю дополнительные 2 петли смещения. 1 и 2. Переношу маркер. То есть маркер у нас проходит примерно по середине сзади. Таким образом. И дальше мы уже начинаем вязать голову по схеме. Набиваем тело теперь уже хорошо до шеи. И продолжаем вязать голову. Вяжем дальше. Теперь у нас голова. Первый ряд идет прибавками. Мы вяжем 5 прибавок из столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Дальше делаем 2 прибавки из полустолбиков с накидом. По 2 полустолбика с накидом в каждую петлю. 1 и 2. И до конца ряда дальше вяжем снова 5 обычных прибавок из столбиков без накида. 2, 3, 4 и 5. Закончили. Получается 24 петельки в ряду. Дальше вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3. Вяжите внимательно, не пропускайте петельки, так как у нас подряд все прибавочки идут. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше провязываем 2 прибавки из полустолбиков с накидом. 1 и 2. И дальше снова 11 столбиков без накида. 2 и 11. Подниму маркер. Теперь 26 петелек получается в ряду. Следующий ряд мы вяжем снова 11 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше провязываем 4
полустолбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Следите, чтобы вот эти вот полустолбики с накидом у вас проходили спереди. Это мордочка формируется посерединке. И заканчиваем 11 столбиков без накида. 11. Закончили. Дальше. Следующий ряд идет 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше делаем убавочку из полустолбиков с накидом. 1 убавка. И до конца ряда довязываем 12 столбиков без накида. Закончили. В следующем ряду у нас уже идут все столбики без накида. Провязываем 12 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем невидимую убавочку из столбика без накида. И до конца ряда довязываем 11 столбиков без накида. Закончили. Поднимаем маркер. У нас сейчас получается снова 24 петельки. Следующий ряд мы провязываем 6 столбиков без накида, 1 убавка и повторяем 3 раза. 4, 5, 6 и делаем убавочку. 1. Такая мордочка у нас с вами сформировалась. Вернее, у лошадки сформировалась. И следующий ряд мы вяжем без изменений 21 столбик без накида. Провязали. Вот так это сейчас выглядит, и можно поставить глазки. Глазки мы вставляем между рядами 5 и 6. Начинаем от головы, там где у нас все прибавки были, считаем 1, 2, 3, 4, 5. И между рядами 5 и 6 вставляем глазки. Между глазок где-то 5-6 столбиков без накида примерно. У меня получилось 6 столбиков между глазками, между ножек глазок. То есть получается они немножко так по бокам располагаются от нашей мордочки. Вот так вот это в готовом виде выглядит. Вот. Можете ориентироваться на вот серединку мордочки. Закрепляем глазки, набиваем голову, хорошо набиваем область шеи. И у нас там еще остается 2 рядка. Будем заканчивать голову. Закрепились глазки. И дальше вяжем. Следующий ряд у нас идет 8. Мы провязываем 5 столбиков, 1 убавка. Повторяем 3 раза. 2, 3, 4, 5 и убавка. Сейчас у нас 18 петелек в ряду. Дальше вяжем предпоследний ряд, 1 столбик, 1 убавка. Повторяем 6 раз. 1,
Вторая убавка. 1 столбик. Третья убавка. 1 столбик. Четвертая. Пятая. И шестая. Теперь до конца набиваем голову. Формируйте вот этот выступ, да, то есть мордочку. Прям можно вот так вот вперед выдавить. И заканчиваем последний ряд 6 убавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Обрезаем ниточку чуть-чуть подлиннее, чтобы нам стянуть кольцо. Закрепляемся. Берем иголочку. И затягиваем кольцо. Захватываем вот эти вот 6 петелек последние за передние полупетельки. 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем аккуратно, чтобы не оторвалась нитка. И закрепляем здесь. Делаем пару стежочков. Возвращаемся в центр. Подтягиваем. Немножко выправляем, чтобы все ровненько было. И здесь я чуть-чуть путаю нитку. И обрезаем. Маркер уже можно убрать. Вот такая вот у нас заготовочка готова. И теперь будем делать утяжку и оформление. Утяжку делаем самую обычную, самую стандартную. Я делаю обычной швейной ниткой в 4 сложения. Вводим иголочку между головой и телом, перед первым рядом головы, посерединке, и выводим у внешнего уголка глаза нижнего. Оставляем здесь ниточку, чтобы потом завязать узелок. Идем к внутреннему уголку и выводим вот здесь через 1 столбик в сторону. Снова в первую точку, к левому глазу, в это же место, к внутренней части и обратно. Теперь одновременно тянем за обе ниточки и втягиваем наши глазки. Помогаем руками, формируем голову. Глазки остаются по бокам. Так и должно быть. Теперь завязываем узелок. И прячем ниточки внутри игрушки. В эту же точку вставляем иголку
И прячем. Здесь можно еще немножко запутать. Обрезаем. Мордочка готова. Теперь делаем оформление. Берем черную нитку. У меня Yarnard Jeans. Оставляем кончик. Немножко путаем нитку внутри. И потом идем к внутреннему верхнему уголку глаза. Чем ближе к глазу, тем лучше. Прокладываем линию ресниц. Так, помогаем себе ногтем, пальцем. Хорошо натягиваем, чтобы ниточка держалась. Дальше делаем то же самое со вторым глазом. Нитку все время путайте, чтобы они потом не вылезали. И делаем здесь ресничку. Таким образом. Теперь делаем бровки. Как вам нравится, в каком положении хотите, так и делайте. Такие небольшие сделаю. Дальше идем вниз, вышиваем носик и ротик. Вот в этом месте вывожу иголочку и делаю 2 стежочка. Можно по прямой, можно наискосок. Я вот думаю, наверное, сделаю наискосок. 1, 2. Здесь тоже нужно, чтобы одинаково они были. Вот так носик. Дальше вышиваем ротик. Можно сделать 1 стежок, можно сделать 2 стежка, чтобы четче было видно. Носик также можно сделать 2 стежка, как хотите. Тут уже
на ваше усмотрение. Дальше возвращаемся обратно. Путаем ниточку чуть-чуть. Когда нитки путаете, следите, чтобы иголка выходила и входила в одну и ту же дырочку. И завязываем узелок. Прячем в голове. Вот так вот выглядит мордашка. Теперь нужно пришить ушки на уровне где-то вот чуть выше глаз, на уровне бровей. Таким образом пришиваете ушки. Отметьте сначала булавочками места, чтобы одинаково их пришить на одном расстоянии. Вот на 2 столбика я пришиваю. По этой линии нижняя, получается, пришивается. И потом поднимаетесь на 1 столбик выше и пришиваете внутреннюю часть ушка. Закрепляете, чтобы ваши ушки вот так вот стояли. Не только за нижнюю часть держались и мотылялись, а ровненько стояли, хорошо держались. Все. И потом будем уже делать хвост и гриву. Свяжем хвостик и гриву тем же цветом, которым копытца. Оставляем небольшой хвостик и набираем 16 воздушных петель. Это мы сейчас будем вязать хвостик. 1, 2, 3, 4, 16. Теперь со второй петельки в обратную сторону провязываем 15 соединительных столбиков по цепочке. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Отсюда же снова набираем 16 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И снова в обратную сторону вяжем 15 соединительных столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Все, обрезаем ниточку подлиннее, потом будем ей пришивать. Если будете пришивать другой, то можете не оставлять длинные нитки, потом спрячете. Это одна часть хвостика, из 2 полосочек состоит. И вторая часть хвостика просто одна полосочка, точно такой же длины. 16 воздушных петель и 15 соединительных столбиков обратно. Это хвостик. И гриву вяжем таким же образом, как вязали хвостик, только набираем 26 воздушных петель и в обратном направлении вяжем 25 соединительных столбиков. Первая часть гривы 4 раза повторяем. То есть, поняли, да? Довязали, набрали снова, провязали, набрали снова. Так 4 части. Вторая деталь 3 раза повторяем. И третья деталь повторяем 2 раза. Вот это вот по желанию, то есть для густоты там и так далее.
Можно оставить просто 3 и 4. Сейчас покажу. Вот. Вот здесь у меня просто 3 штучки и 4 штучки. Еще вот сюда будем добавлять 2 штучки. По желанию, как хотите. Все самостоятельно вяжем, то есть вяжем самостоятельно гриву и вяжем самостоятельно хвостик. Потом покажу, как пришить. Теперь пришиваем. Берем хвостик из 2 деталек, иголочку. И вот на уровне 1, 2, 3, вот над ножкой получается 1-2 ряда, да, после второго ряда мы пришиваем. Смотрите, как вам больше нравится, какой стороной: изнаночной стороной наверх, лицевой стороной наверх. Это уже ваша фантазия. Находим центральные, вот здесь по 3 петельки от ножек и начинаем присоединять. Продеваем и просто вот так вот парочкой стежков присоединяем с этой стороны и с этой стороны. Пришивайте хорошо, плотненько, чтобы потом ну, не повылезало, не оторвалось. Когда несколько стежков сделали, убираете ниточку и вторую ниточку тоже заправляем. Тоже можно сделать один стежочек какой-нибудь и вот сюда к этой нитке. Здесь завязываем узел, обрезаем ниточки и прячем внутри тела. Берем вторую часть хвостика и точно так же пришиваем на один ряд повыше, вот здесь посерединке, над этими хвостиками. И вот так вот у нас получается хвостик. И теперь пришиваем гриву. Вот так у нас выглядит хвостик сзади. Теперь пришиваем гриву. Начинаем с 3 полосочек. И вот здесь вот перед ушками у нас идет как челочка. Таким образом мы пришиваем первый ряд. Захватываем. Расположение смотрите, в принципе, как вам нравится. Но мне вот нравится в таком варианте. Растягиваем чуть-чуть, чтобы было симметрично. Так, это как челочка, но потом это все уложится, пока просто пришиваем. Убираем ниточку назад. То же самое делаем другой ниточкой.
Фиксируем. И уводим к этому же кончику. Здесь завязываем и прячем в голове. Вторая линия. Так, это вот у нас первая линия. Вторая линия у нас идет из 4. Мы ее пришиваем между ушек. Таким образом, рядышком с линией первой, вот так прям вплотную пришиваем. Готово. Здесь так пришьете. И следующее получается вот здесь посерединке, если вы связали кусочек из 2 полосочек, сразу за 4, так посерединке пришиваем еще 2 полосочки. Получается такая крутая, богатая грива. Вот эти у нас уходят на челочку. Можно разделить на 2 части, можно на 1 часть. Там уже посмотрим. Готово. Вот такая лошаденка у нас получилась. Понечка очаровашка. На левую сторону, на правую сторону, куда хотите. Можно вообще вот так сделать. Но так она похожа на, не знаю кого, Элвиса Пресли. В общем, таким образом. Теперь, что касается остальных вариантов гривы. Вот. Начнем с такого варианта. Я уже сделала хвостик. И сейчас что мы делаем? Мы берем, у меня пряжа Softy Plus. Можно обычную Softy, можно любую другую фактурную пряжу, которая не осыпается. Отмеряем, вот, например, хвостик я делала, у меня тут кусочки покороче. Берете вот так вот, складываете, отмеряете, какой длины вам нравится, и нарезаете себе кусочки. Я вот сейчас буду делать гриву, я вот нарезала подлиннее. Берем крючок, кусочек гривы, будем так называть, и крепим, вот так протягиваем и продеваем теперь через петельку и крепим к голове. И так поступаем с каждым кусочком. Заполняем пространство на голове. И все это делаем до тех пор, пока вам не понравится, как это выглядит. То есть, если вам показалось, что достаточно, значит достаточно. Таким образом, здесь можно тоже вот так вот на челочку это перекинуть. То есть, смотрите, здесь можно покороче сделать, если хотите прям челочку сделать. Вот, я делаю одинаковые такие. И заполняем, ну, думаю, где-то вот до вот этого пространства заполняем, и должно быть достаточно. Вот такая у нас малышка получилась вторым вариантом. Вот до каких пор я сделала гриву. Можно поиграться, тут можно сделать хвостики, все что угодно. Вот, и у нас осталась единорожка. Тоже хвостик уже готов. И сейчас покажу, как сделать такие вот кудряшки. У меня меланжевая пряжа.
для единорожки я использовала. Берем крючок и точно так же делаем нашу, закрепляемся. Вот эту нитку потом спрячем внутри. И что мы делаем? Мы провязываем столбик без накида и вытягиваем петельку до нужной длины, какой мы хотим делать гриву. Обратите внимание, что немножко закрутится, чуть-чуть станет покороче, чем, ну, это верхняя как бы челочка, можно сделать покороче, здесь уже можно сделать подлиннее. Фиксируем ниточку, которая вот не дает нам дальше проходить. Одна здесь есть, которая вот мы ее тянем, и у нас ниточка тянется, а вторая мы ее тянем, и ниточка не тянется. Также, если хотите, можете сделать коротенький, будет челочка. Опять же, все зависит от вас, от вашей фантазии. Дальше сделаем следующий столбик без накида и снова вытягиваем, фиксируем. Вот эти кудряшки, они сами закручиваются. Следующий столбик. Фиксируем. И так тоже заполняем сколько хотите, как вам нравится. Вот эту челочку, допустим, впереди сделали. Разворачиваемся. Заполняем дальше. В хаотичном порядке. Ну, в принципе, там как бы ряд, потом обратный ряд, да. Здесь вот делаем подлиннее. Фиксируем. Вот этот кончик не забудьте заправить вовнутрь. Следующее. Фиксируем. И также делаем, пока вам не покажется, что достаточно густоты. Вот. Ну и, собственно, вот такая нежная пончика получилась. Вот. Такой вариант гривы. То есть ее можно сделать и лошадкой, да, если сделать коричневую, там, бежевую с коричневым. Просто как цветовое решение. Такая беленькая. Вот такой вариант лошадок, да. Ну, вначале вы их уже всех видели. И вот такая наша лошадка. Надеюсь, что вы нашли какой-то вариант для себя. У вас все получилось. Вот. Пишите в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось вязать со мной. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.